Всем привет! Меня зовут Михаил Сорокин. Я физический терапевт, и в этом видео мы с вами поговорим об активации поперечной мышцы живота, о нашем встроенном корсете. Это видео поможет вам особенно в тех случаях, если стандартные упражнения не дают определенного результата. В большинстве случаев ее неактивное состояние связано с той или иной степенью несостоятельности белой линии живота. Об этом тестировании мы с вами еще поговорим позже. Чаще всего это состояние характерно, когда мы имеем передний наклон таза, увеличенный грудной кифоз, то есть тело пытается свалить нагрузку на всю заднюю поверхность тела. Почему? Потому что без поперечной мышцы живота тело не может дать равномерную осевую нагрузку между передней и задней линией тела. Также есть достаточно характерные, но неочевидные болевые синдромы, которые могут быть связаны с поперечной мышцей живота. Это плавающие боли на уровне грудной клетки, которые чаще всего возникают только с одной стороны. Также боли, возникающие на уровне крестово-подвздошного сустава, также только с одной стороны. И на уровне ягодицы или колена. То есть симптомы описывают всю картину грудного отдела с одной стороны и ноги с одной стороны, избегая при этом поясничную зону. В большинстве случаев это говорит о том, что мы в той или иной степени имеем несостоятельность участия поперечной мышцы живота. Чтобы научиться ее контролировать, нам нужно будет научиться втягивать живот определенным образом. То есть нужно будет научиться втягивать живот и при этом уметь свободно дышать. Следуя анатомии, у нас с вами есть 3 этажа давления, которые постоянно между собой регулируются. Это подъязычная диафрагма, грудопоясничная диафрагма и тазовая диафрагма. И как раз таки поперечная мышца живота обеспечивает контроль внутрибрюшного давления там, где оно у нас повышенное. Таким образом, она является способом перераспределять осевое давление по всей поверхности тазового дна. Если при этом у нас это не происходит, то чаще всего начинается либо несостоятельность тазового дна, или также спазм грудной диафрагмы. И это будет описывать данную картину болей, которую мы с вами рассмотрели ранее. Первое упражнение мы будем с вами выполнять лежа, и для него нам понадобится обычный валик для миофасциального релиза, либо кубик, здесь совсем без разницы. Мы ложимся на спину. И первым делом мы можем сделать функциональное тестирование по состоятельности белой линии живота. Для этого коленка у нас согнута примерно 90 градусов. Мы полностью ложимся. После этого мы подкручиваем грудную клетку, пытаясь выполнить напряжение живота. И после этого мы можем прощупать от мечевидного отростка грудины всю белую линию живота до пупка и даже ниже. Если прямые мышцы живота удерживают напряжение, но где-то на уровне вы чувствуете, что пальцы проваливаются, и эта зона вполне имеет определенную длину, а не по всей линии, то есть есть явное отличие глубины и напряжения на линии, то в таком случае следующие упражнения будут вам показаны. Для этого мы снова ложимся. Одну руку мы укладываем на живот на уровне примерно чуть выше пупка, так, чтобы большой палец у нас с вами чуть-чуть не доходил до мечевидного отростка грудины. То есть закрывал почти всю плоскость живота. Вторая рука у нас укладывается на грудную клетку под ключицу. Для начала вам нужно втянуть живот так, как у вас это получается. И после этого нужно сделать медленный выдох так, чтобы рука на животе не приподнималась. Делать это нужно очень медленно, примерно за 3-5 секунд. После этого нам нужно сделать медленный глубокий вдох, чтобы рука на животе также не приподнималась. Как ориентир, мы должны толкать грудную клетку, руку вверх. И также выдыхаем. Наша основная задача – это удерживать втянутый живот при грудном дыхании, так как поперечная мышца живота и диафрагма, которая чаще всего пытается выполнить все втягивания живота, это независимые мышцы. Таким образом, мы должны сознательно научиться удерживать сокращение поперечной мышцы живота вне зависимости от дыхания. Чаще всего получается это не сразу, поэтому следует выполнять за раз примерно 3-4 минуты. При этом, чтобы
не допустить перенасыщения кислородом, старайтесь дышать очень медленно. Когда вы добьетесь успеха, вы это почувствуете тем, что напряжение будет вызвано уже не на уровне диафрагмы, а на уровне подвздошных костей, то есть примерно на уровне лобка. Чаще всего двухсторонне. Если у вас не получается сразу удерживать живот втянутый, и он все равно пытается выпячивать либо большой палец, либо всю ладошку, не отчаивайтесь. Для этого вы можете взять валик, зажать его между ног с большим усилием, и после этого снова сделать втянутый живот и начать делать медленный выдох, удерживая напряжение на сведении бедер. После этого также медленно выполнять вдох. Когда вы сможете почувствовать напряжение внизу живота вдоль подвздошных костей, мы можем переходить ко второму упражнению. Следующее упражнение мы будем тренировать тоже грудное дыхание со втянутым животом, но уже в положении сидя. Для этого нам также в качестве синергии понадобится валик, который все еще будет сжимать нам бедра. После этого мы также выкладываем руки последовательно сначала на живот, вторую на грудь. Поэтому руки вы можете менять местами так, как вам будет удобно, если особенно руки будут уставать. И после этого мы начинаем медленно отклоняться назад, пока не почувствуем небольшое натяжение живота. Как будто начинает нас удерживать от падения. Из этой позиции мы втягиваем живот, таким образом, как у вас получается. И после этого снова выполняем последовательно медленный выдох, так чтобы живот остался втянутый. А руку он не выталкивал. И после этого снова делаем медленный вдох, толкая руку, которая на груди, вверх. Это упражнение обычно также выполняется примерно 2-3, максимум 4 минуты. Чаще всего на этом этапе вы можете начать испытывать знакомые симптомы либо на уровне ребер, либо за лопаткой, либо на уровне таза. Не пугайтесь, это может быть нормально, но это говорит о том, что вам нужно чуть подкорректировать свое положение. Либо нужно чуть больше прогнуть поясницу, либо нужно чуть больше в целом откинуть центр тяжести назад. То есть вам нужно найти ваше нейтральное осевое положение, при котором вам будет выполнять втягивание живота наиболее комфортно. И, наконец, третье упражнение будет выполняться стоя. Лучше всего в первые дни выполнять его перед зеркалом, чтобы добавить визуализацию движения живота. Мы также выкладываем одну руку на живот, вторую на грудь. После этого ноги мы ставим на ширине плеч. И из этого положения с полностью разогнутыми коленками мы начинаем медленно откидывать центр тяжести на пятки, так чтобы мыски не отрывались, но вы почувствовали небольшое натяжение живота. Из этой позиции мы снова втягиваем живот и начинаем последовательно делать выдох, удерживая его втянутым так, чтобы рука не выталкивалась животом, и также медленно вдох, выталкивая руку вверх, приподнимая всю грудную клетку. В этом положении также для удобства и синергии вы можете использовать валик, также зажимая его между ног. К слову говоря, это помогает нам активировать приводящие мышцы, которые находятся на одном уровне фасциальном вместе с поперечной мышцей живота и обеспечивают нам осевую стабилизацию. Поэтому их активация синергетически помогает нам активировать и поперечную мышцу живота. Из этой позиции вы можете выполнять упражнение перед зеркалом, ориентируясь уже не на ощущение рук, а на визуализацию втянутого живота перед зеркалом. Удерживая его также полностью неподвижным и втянутым на протяжении всего акта вдоха. Если даже на этом уровне вы все еще слабо чувствуете напряжение на уровне подвздошных костей, а больше чувствуете напряжение на верхнем уровне прямых мышц живота, то вам поможет следующее дополнительное движение. Вы втягиваете живот, начинаете медленно делать вдох, медленно поднимаете ручки перед собой, заводя их немного за спину, так, чтобы центр тяжести слегка сместился, и вы начали чувствовать натяжение живота. И уже из этой позиции, немного приподнимая голову, снова втягивать живот и, удерживая его, делать вдох и выдох. Запрокинутые руки
дополнительно смещает центр тяжести назад, что заставляет тело автоматически больше смещать нагрузку на переднюю линию живота, нежели чем на поясницу. Лучше всего выполнять это упражнение примерно так же 3-4 минуты. Для хорошего результата лучше всего выполнять эту последовательность 3 упражнений подряд в прямом и обратном порядке. То есть сначала лежа, потом сидя, стоя, передохнуть примерно 2-3 минуты, после этого выполнить снова сидя и лежа, для того, чтобы вы научились активировать поперечные мышцы живота в любом из наших основных положений. Такой боекомплект лучше всего выполнять хотя бы 1 раз в день, примерно 2 недели. Но активация поперечной мышцы живота – это больше наш двигательный навык и привычка. Поэтому, чтобы она действительно активировалась, у вас есть 3 варианта того, как вы можете выполнять втягивание живота и тренировать поперечную мышцу в течение дня. То есть полный комплекс следует выполнять примерно 1 раз в день. И также любой из вариантов упражнений вам подойдет для того, чтобы выполнять примерно каждые 2 часа в течение дня. Таким образом, за день вы сможете активировать ее примерно от 5 до 7 раз. Таким образом, за 2 недели это станет вашей основной привычкой, и вам станет гораздо комфортнее удерживать тянутый живот на постоянной основе.